Когда-то он мечтал о великой России, вставшей с колен. Теперь это маленький старикашка в бункере, который прячется от ордера Гааги и торгует пшеницей, как барыга на рынке. Тот самый Путин, что размахивал руками над глобусом, изображая геополитического гения, сегодня торгует зерном, патронами и надеждой на хоть кого-то, кто еще пожмет ему руку. Император без империи. Геостратег без стратегии. Человек, который хотел перевернуть мир, а в итоге сам под него лег. Его русский мир оказался не миром, а грязной лужей, где бултыхаются такие же, как он, обиженные, мелкие, никому не нужные диктаторы. Он хотел создать альтернативу Западу, а создал клуб политических зомби, где каждый живет за счет крови своего народа и российских поставок оружия. Привет! Ты на канале Утилизатор реальности. Тут мы разбираем мифы, срываем пафос и проверяем на прочность тех, кто привык считать себя великими. Сегодня проторусский мир, который официально пошел по пи***е. Мировой лидер? Скорее менеджер по унижению самого себя и своей страны. И даже Африка, которая еще недавно хлопала ему и Вагнеру, теперь смотрит на Москву как на бомжа, предлагающего продать кастрюлю за обед. Путин хотел стать новым Петром Великим, а стал Петрушкой. Игрушкой, которую вытаскивают из сундука на празднике. Чтобы напомнить всем, как низко может пасть человек, уверовавший в собственное величие. Когда-то Кремль расправил плечи и решил: ну все, теперь мы покровители Африки. Флаги, саммиты. Путин с улыбкой Будды раздает обещания и автоматы. Но, как оказалось, в русском мире дружба всегда идет по бартеру. Ты мне золото, я тебе калашников. Никаких идей, никаких принципов. Чистый торговый секс с геополитикой. Мы вам пушки, вы нам фотку на саммит. В ЦАР русский инструктор учит солдата держать автомат, а потом учит его копать яму для своих. В Мали повары Путина вместо защиты устраивают сафари на мирных жителей, а заодно добывают себе минералы. В Судане русская поддержка оборачивается тем, что страна тонет в крови, зато из порта вывозят золотишко. Великая держава? Нет. Скупщик краденого барыга, который притаскивает в Африку свои ржавые пушки и моральный сифилис. Когда Россия полезла в зерновую авантюру, заблокировала украинский экспорт, а потом великодушно пообещала раздать по мешку муки 6 странам. Даже африканцы охуели. Кения сказала прямо: «Россия ударила нас в спину». А другие просто промолчали. Потому что кому охота ссориться с психом, у которого ядерный чемоданчик и дефицит реальности? На второй саммит Россия-Африка в Питере. Кстати, не приехал почти никто. Из 54 африканских стран. Всего 17 лидеров. Остальные сделали вид, что у них дела. Кто-то заболел, у кого-то свадьба, у кого-то, видимо, просто стирка. А Путин стоял на сцене и делал вид, что это не фиаско, а точечная работа с партнерами. Да какие нахрен партнеры, когда ты уже даже для Мали не лидер, а поставщик тушенки с истекшим сроком годности. Россия пришла в Африку с лозунгом «Освободим вас от Запада» и принесла нищету, коррупцию и пару мешков оружия. А ведь когда-то Африка видела в России союзника. Теперь видит торговца хаосом, который пришел с лозунгами о многополярности, а ушел с мешком алмазов. Русский мир там закончился быстрее, чем концерт Газманова на саммите. Пару куплетов про братство. И все, разбежались. Когда ты всю жизнь крутил карты мира в телевизоре и шептал про многополярность, хочется смотреть это как трагикомедию. Но удивительно то, что спектакль закончился, и на сцене остался только он один, с дырявой картой и запотевшими очками. Путин мечтал о роли большого шахматиста, который ходит фигурами по планете. На деле он сбился с доски. Его внешняя политика – это не стратегия, это бартер. Патроны в обмен на молчание, зерно в обмен на пост в Твиттере. Нигде уже нет того уважения, которое он себе рисовал в фанфиках. Не с Западом, так с Востоком. Не с Европой, так с Африкой. А в итоге никто не зовет на уровень. Ни он платформы, ни большие саммиты не дают ему сцены, где он герой. Понты кончились. Вместо союзников цепочка поставщик-потребитель, где Россия проигрывает по всем позициям. И ладно бы это было симметрично. Но нет.
Москва теперь клинчит технологии и боеприпасы у Ирана и Северной Кореи, и это позорно как для империи, так и для образа независимого лидера. И вот еще ордер Международного уголовного суда на арест. Пока он в телеэфире вещает о великой миссии, на международной сцене висит бумажка, которая делает его поездки рискованными и заставляет мир смотреть на него не как на равного, а как на потенциального обвиняемого. Это не теория, это факт, который переворачивает всю его величественность в фарс. Раньше он мог заставить ждать президентов и премьеров, и это выглядело как власть. Сейчас же картина зеркальна, его заставляют ждать. Лидеры, которых он раньше игнорировал, теперь позволят себе и опоздать, и показать легкое пренебрежение. На больших саммитах он не звезда, он гость, на которого с подозрением посматривают у входа. А если вспомнить те времена, когда Россия демонстрировала военную мощь, то теперь смешно. Армия, о которой говорили как о второй в мире, вынуждена покупать миллионы снарядов и тысячи дронов у тех, кого раньше презирала. Это выглядит, как будто богатый дядя пришел в ломбард и выкупает свои старые игрушки назад по скидке. Сравни это с мировой дипломатией. Пока Путин торгует пшеницей и обивкой для наемников, другие лидеры ЕС, США, Япония подписывают сделки, инвестируют и формируют альянсы. У него на побратимы в лице диктаторов, у них реальные партнеры и рынки. Таков итог. Величие оказалось фейком, а спектакль – дешевым фарсом. Итог простой и жесткий. Русский мир схлопнулся. Влияние высосано, уважение растворилось, а то, что осталось – торгашество и шумные обещания. Те, кто еще недавно показывал портреты и снимался на кричащих плакатах, теперь держат дистанцию. Не потому, что они мудрее, а потому, что поняли цену. Россия продает хаос и берет ресурсы. А что Украина? Вот в чем главная ирония. Пока Путин собирает толпу изгоев и договаривается о поставках снарядов у Пхеньяна и дронов у Тегерана, Украина строит партнерство с цивилизованным миром. Европа, Америка, Япония, Канада, Австралия. Эти партнеры вкладывают деньги, технологии, политическую поддержку и встают плечом к плечу. Украина сегодня, в глазах мира, не персонаж на движке пропаганды, а надежный партнер, за которым стоят институты, рынки и правила. Россия торгует в обход инструментов цивилизации и в итоге выглядит как торговец на обочине истории. Итог: одна сторона, Украина, в переговорных залах с лидерами G7, а другая, Путин, в подвале, ищет у кого купить следующую партию боеприпасов. Это не просто злость, это факт, подкрепленный тем, что Москва увеличивает закупки дронов и снарядов у стран, которые раньше были никем в ее иерархии, а теперь ее поставщики. Пока Украина подписывает соглашение и получает поддержку цивилизованного мира, Путин пытается договориться с теми, кто продает боеприпасы из подвала. И это не драматургия, это политическая трагикомедия, где бывший великий геостратег оказался главным клоуном на балу диктаторов. И вот ты смотришь на все это и понимаешь, все, что они строили 20 лет, рухнуло с грохотом циркового шатра. Русский мир сдулся, империя превратилась в лужу, а царь в ее отражение. Мутное, трясущееся, жалкое. Путин больше не лидер, не стратег, не даже злодей из мирового масштаба. Он персонаж провинциального стендапа, где шутки старые, а публика разошлась. Он сам себе великая трагедия, сам себе анекдот и сам себе позор. И если где-то в Африке еще остались те, кто смотрит ему в рот, то только потому, что у них там электричество по расписанию. И пока есть свет, можно посмеяться. А Украина? Украина живет, борется, строит будущее. Без понтов, без имперских фантазий, но с союзниками, которых уважают. В то время как великий русский геостратег торгует остатками репутации, Украина торгует будущим. И это единственный честный обмен на этом континенте. Ну а ты был на канале «Утилизатор реальности». Подписывайся, пока за тобой не пришли с лекцией про традиционные ценности. А если пришли, покажи им этот ролик. Пусть хоть раз в жизни услышат правду. Всем добра и слава Украине!